Ее зовут Аманда Уильямс. Она родилась и выросла в Калифорнии, США. С детства Аманда питала сильную страсть к животным. После окончания колледжа она была принята на работу в зоопарк Сан-Диего. Адрес 2020 Зоодотор, Сан-Диего, Калифорния, 901, США. Там Аманда заботилась о множестве различных видов животных, включая редких. Время, проведенное в зоопарке, помогло ей накопить опыт, а также глубокие знания о дикой природе. 2 года спустя желание исследовать природу побудило ее покинуть США. Аманда решила переехать в Африку, чтобы присоединиться к заповеднику Масаи-Мара в Кении. Здесь она верила, что сможет посвятить себя миссии по защите дикой природы. В первые дни работы в заповеднике Масаи-Мара Аманде пришлось привыкать к суровому климату. Днем температура может быть невыносимой, а ночью — ледяной. Однако на ее лице всегда улыбка, и она не боится тяжелой работы. Ежедневная работа Аманды заключается в патрулировании, отслеживании животных и предотвращении браконьерства. Благодаря своему общительному характеру она быстро подружилась с местными коллегами. Люди любят ее за преданность делу и смелость. Всякий раз, когда у нее появляется свободное время, Аманда часто прогуливается по заповеднику, чтобы понаблюдать за повадками львов, слонов, носорогов и многих других видов животных. Кроме того, она тщательно записывает всю полученную информацию в свой блокнот. 2-летний опыт работы в зоопарке Сан-Диего стал для нее надежным фундаментом, позволяющим справляться с любыми ситуациями. Несколько месяцев пролетели незаметно, и Аманда привыкла к жизни здесь. Она уверенно управляла квадроциклом, преодолевая сложные дороги на лугах. В обычные дни она всегда ходила с товарищем по команде, чтобы обеспечить безопасность во время патрулирования. Но однажды утром ее товарищ по команде внезапно заболел. Патрульную службу нельзя было откладывать, поэтому Аманда решила отправиться одна. Она захватила с собой достаточно воды, закусок и необходимого защитного снаряжения. Погода в тот день была суровой. Солнце яростно палило над обширными лугами. Однако решительность и любовь к животным придали ей сил. Аманда верила, что это одиночное патрулирование пройдет, как обычно, гладко. Ее внедорожник медленно пробирался сквозь кусты, оставляя за собой тонкий шлейф пыли. По дороге она записала следы нескольких антилоп и высматривала львов. Внезапно она увидела странный грузовик, припаркованный возле зарослей. С сильно бьющимся сердцем Аманда заподозрила, что происходит что-то необычное. Она притормозила, остановила машину и достала бинокль, чтобы понаблюдать за происходящим. Грузовик выглядел новым, и на нем не было четких номерных знаков. Аманда решила приблизиться к нему, подав знак водителю остановиться. Сначала грузовик все еще двигался медленно, как будто не замечал ее, но решительным взглядом и твердым жестом она заставила его остановиться всего в метре от нее. Аманда вежливо, но твердо попросила разрешения проверить багажник грузовика. 2 мужчин в грузовике не произнесли ни слова, просто молча кивнули. Когда она открыла багажник грузовика, ее ошеломило зрелище. Носорог был крепко прикован цепью. Она сразу поняла, что это были браконьеры. Как только Аманда собралась броситься к своей машине за пистолетом, 2 мужчин быстро удержали ее. Они попросили ее вести себя тихо и не сопротивляться. Затем они подтащили ее к большому дереву и крепко связали ей руки веревкой. Аманда пригрозила им, что ей определенно не избежать наказания по закону. 2 воров проигнорировали предупреждение, быстро завели машину и скрылись в мгновение ока. Оставшись одна под палящим солнцем,
а Аманда попыталась освободиться. Но веревка была слишком крепкой, и на ее запястьях остались красные следы. В горле у нее пересохло, а по телу заструился пот. Палящий полуденный зной почти вымотал ее. Аманда начала впадать в полубессознательное состояние. Силуэт саванны перед ее глазами, казалось, расплывался. Внезапно позади нее раздалось рычание. Рев становился все ближе и ближе, заставляя ее прийти в себя. Она открыла глаза и была поражена, увидев приближающийся прайд львиц. Сердце Аманды бешено колотилось. Страх охватил каждую клеточку ее тела. Львиный прайд окружил ее, заставив отпрянуть назад. Затем внезапно они расступились, пропуская крупного самца льва. Лев-самец приблизился к Аманде, пристально глядя на нее. Он начал рвать веревку, которой были связаны ее руки. Аманда испугалась, но в то же время поняла, что его странные действия не означают нападение. Она внимательно посмотрела на большой шрам на шее льва и вдруг вспомнила что-то давнее. Это был лев, которого она спасла год назад, когда на него напала гиена. В то время она ухаживала за ним в течение 3 месяцев, помогая ему полностью восстановиться. Лев-самец продолжал бороться с веревкой. В конце концов веревки постепенно порвались и ослабли. Аманда воспользовалась возможностью и дернула руками, освобождаясь от пут. Она чуть не заплакала от счастья и обняла льва. Лев тихо зарычал, словно в ответ на ее благодарность. Благодаря этому волшебному моменту Аманда поняла, что ее доброта принесла неожиданную помощь. Не забывая о своей миссии, она немедленно покинула это место и направилась к квадроциклу. Она села в машину, дрожа, но все еще находясь в сознании, чтобы включить радио и связаться со штаб-квартирой. Аманда сообщила об инциденте и ситуации с прикованным носорогом в Центр охраны природы и местную полицию. Немедленно была мобилизована полицейская команда для поимки 2 воров. Аманда также координировала свои действия со своими товарищами по команде, следуя по следу грузовика. Примерно через 2 часа они обнаружили подозрительный грузовик, пересекавший опушку леса. 2 воров пытались скрыться с территории заповедника. Но власти быстро заблокировали транспортное средство и арестовали их. Носорог был успешно спасен в состоянии паники, но серьезно не пострадал. Ветеринары центра осмотрели животное и убедились, что оно может поправиться. Аманда и ее товарищи по команде были вне себя от радости, увидев носорога целым и невредимым. Они доставили его обратно на обширные пастбища заповедника Масаи-Мара. 2 воров были доставлены в полицейский участок и обвинены в незаконной охоте и перевозке редких животных. Аманда попрощалась с полицейскими, поблагодарив их за своевременное вмешательство. Ее товарищи по команде вернулись к своим повседневным патрульным обязанностям, а она вернулась в штаб-квартиру, чтобы завершить свой отчет. Несмотря на усталость, Аманда не забыла улыбнуться, вспоминая, как ее спас лев-самец. Она мысленно поблагодарила жизнь за предоставленную ей возможность познакомиться со многими драгоценными существами и помочь им. Закончив свою работу, Аманда поехала обратно в маленький домик на окраине заповедника, где она временно остановилась. Она включила тихую музыку, попыталась расслабиться и вспомнить напряженные события прошедшего дня. Перед тем, как заснуть, Аманда не забыла поблагодарить судьбу за то, что подарила ей такой необыкновенно счастливый день. Она улыбнулась, веря, что завтра смело продолжит свой путь по защите диких животных. Дорогой друг, спасибо, что нашли время следить за этой историей. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы поддержать нас.